Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете по понедельникам нашей встречи с Дмитрием Спиваком. Он на связи прямо сейчас. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую тебя, Александр, наших зрителей, почти уже регулярных, постоянных. Приглашаю всех на программу под условным названием «Альтернативный спивак». Сам придумал, самому понравилось. Шелест не против, а мне приятно. Вот, значит, новостей сегодня много, я понимаю, много чего интересного в мире, в Украине много чего интересного. Это первое, что хотел сказать. Да, ну, обязательную программу надо исполнить. Причем бесплатно, друзья, чтобы никто не подумал, что мы там шелестом вот это вот. Значит, кто не успел подписаться, будьте любезны, сделайте это на канал Саши, потому что тоже все так в полупартизанах мы работаем, поэтому это нужно. Ну и с вас лайк, как бы вам все равно опять же, а нам шелестом приятно, а Ютубу полезно. Вот, как бы, Саш, Да, закончил значит, друзья, предварительную часть. и у меня Да. тоже вступительная часть, тоже обязательная программа. Мы беседуем с Дмитрием и, конечно, максимально привлекаем вас, уважаемая аудитория, к нашему разговору. Все максимально просто. В сообществе YouTube есть анонс нашей встречи, и под этим постом можно оставлять свои вопросы. Их мы будем использовать в самом конце. Также закрытый клуб зрителей Шелеста в Телеграм-канале тоже могут задавать вопросы. И чат-трансляция непосредственно вживую, но в самом финале программы. Это как бы обязательно, это 100%. И не обязательно, но тоже очень интересно ваше мнение о том, ну, собственно, что происходит, да, сейчас в Украине с этого самого горячего. Предлагаю и начать прям с опроса или прям в вопросе чата трансляции. Значит, звучит он так. Кто в Украине могущественнее? А? Какой вопрос? Могущественнее. И варианты ответов Огласите весь список, пожалуйста. И варианты ответов аббревиатурные, да, из 3-4, так сказать, букв. Ну, 4 буквы это не то, что, в принципе, сейчас накрывает Украину, и вот даже Дмитрий сейчас находится без света, об этом мы тоже поговорим, и это прямо связано с событиями сегодняшнего дня в немалой степени. Короче, кто могущественнее? НАБУ, СБУ, ГУР, ОП. Вот такие, собственно, 4 варианта. И вы знаете, когда действующего министра юстиции Галущенко за его прошлую каденцию в другом министерстве, да, энергетики вносят в базу «Миротворец», эта новость буквально перед нашим эфиром появилась, после масштабных обысков дела и пленок Миндича, Энергоатома, откатов на возведении сооружений защиты для энергообъектов и трансформаторов, ты понимаешь, что 4 буквы побеждает, но явно не те, которые у нас в опросе. Ну, все-таки к опросу, как бы вы проголосовали? А кто могущественнее, Дмитрий? А у нас это меняется, у нас демократия, у нас поквартально. Вот эти все аббревиатуры берут друг у друга эстафетную палочку. Вы Как-то, когда может быть, говорите, договорились, может быть... Дмитрий, вы когда говорите поквартально, не забывайте добавлять 95. Не, да, ну да, подекадно, поквартально, 95, окей. То есть по него не вопрос. И передают друг другу, значит, вот эту эстафетную палочку, вот эти все ответвления. Если кому-то кажется, что вот сейчас, так сказать, эстафетная палочка в руках НАБУ, и они самые могущественные, то тоже вас расстрою, потому что в ближайшую неделю будет другая новость, параллельная сегодняшней новости, но в другую степень. И если сделать опрос этот ровно через неделю, то победит другая аббревиатура на самое могущественное. Это я так, как бы, да, и ерничаю. Ну и вопрос твой такой, ерничание. Очень хотелось бы, чтобы самым могущественным в Украине был народ Украины, права Украины, Конституция Украины. И все те правоохранительные органы, и все остальные структуры, которые должны служить народу, а не грабить его. Вот тогда, наверное, и жить, наверное, будем иначе. А гражданину Украины, живущему здесь, в стране, вот, да, какая разница, Саш, кто там из них, в каких разборках участвует. Все органы, которые ты перечислил, за исключением НАБУ, это органы как бы державной государственной власти. НАБУ это нам создали ребята из-за океана. Сейчас попозже расскажу, кто, зачем создал, почему, в чем суть их деятельности, зачем их поставили и так далее, и так далее. Это мало имеет общего
все, что делает НАБУ с 2015 года, 2011 год пошел, имеет мало общего с борьбой там, с коррупцией и другими плохими историями в нашей стране с 2000, если я не ошибаюсь, 2015 года. Ну, для тех, кто с картонками, там, Free НАБУ, то это, конечно, святое дело. Вот, Виталий Шабунин тоже с картонкой, Мустафа с картонкой. Ну, как бы это та каста, которую мы с вами пригрели, вот, и которая сейчас наносит такой вот свой очередной удар, потому что демократы в Штатах просыпаются, все взаимосвязано, там начинается избирательная кампания, здесь начинается избирательная кампания. В общем, разложу по полочкам я, когда Саша дойдет к этой теме. Значит, ну давайте переходить уже к этой теме. НАБУ сегодня сообщает, что функция легализации незаконно полученных средств, описание, подтверждение этому были продемонстрированы некоторые пленки. Мы узнали, что есть смотрящий за Энергоатомом, 10-15% с каждого объекта, которые должны были защитить, уходили в черную кассу. Так вот, отдельный офис был преступной организации. Располагался он в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего нардепа, а ныне сенатора в Российской Федерации Деркача. Значит, его, кстати, тоже НАБУ и САП обвиняет в другом уголовном деле, а сам он, понятное дело, то есть, да, переметнулся в сторону Российской Федерации. Через этот офис велся строгий учет полученных средств, черная бухгалтерия. Перед самым, как бы, обыском, перед тем, как пытались, ну, в общем, накрывали, да, вот отдельные ячейки, проводили обыски у Миндича, проводили обыски по делу Галущенко в Энергоатоме. Миндич смылся. Специальная антикоррупционная прокуратура объявила, что объявляет, как бы, расследование, а кто мог сказать, да, буквально несколько часов, и Миндича уже нет за рубежом, хотя пограничники говорят, ой, тайна страшная, кто пересек, кто не пересек границу. В общем, интересная конфигурация получается. Смотрите, какая-то вот в эту игру, кажется, начали спецслужбы играть вдвоем. Значит, у нас СБУ обвиняет НАБУ, что там агенты Кремля. Сейчас мы видим конкретно, что и тут агенты Кремля, представляете, офис Деркача помогал разворовывать деньги ближайшим людям, окружению офиса президента и Зеленского. Скандал нешуточный. И здесь нужно четко, как бы, разложить, отделить зерна от плевел, потому что если мы так, как граждане Украины, посмотрим, о чем речь, о деньгах, которые выделялись на защиту энергосистемы. Но, в общем, там даже такая фраза была, да, денег жалко на защиту. Ну, так как, жалко денег, понимаете? И их, в общем-то, отлично отмывали. И тоже не без российского или пророссийского участия. Скажите, пожалуйста, о чем это нам говорит в период жесточайших блэкаутов, отключений и, ну, тяжелейшей ситуации с энергоснабжением в Украине? Кто, ну, на кого укажет перст судьбы, кто будет крайним в этой истории? Большая тема. Я попробую сейчас развеять несколько мифов, а бесплатно попробую раздать таблетки для памяти. Почему я имею на это право? Потому что коррупцию в Энергоатоме и в Укрэнерго я занимаюсь где-то с 2019 года. Поэтому буду краток. Первое. Есть ли жизнь на Марсе? То есть, в смысле, есть ли коррупция в энергетической сфере Украины? Конечно, да. И была, есть, и будет. И в 15-м, и в 17-м, и в 19-м, и, наверное, сегодня. Энергоатом, значит, как оно, господи, Укрэнерго не имеет значения. Я про это Укрэнерго, можно книги написать. Это первое. Теперь второе. Скажите, пожалуйста, там неделю тому назад был задержан экс-глава Укрэнерго Кудрицкий за тотальную, колоссальную коррупцию с цифрами, фактами, а я их приводил, не хочу сейчас тратить время эфира. Поверьте мне, там много чего, но за него вписались все соросята. Все. Все те, кто сегодня вместе с НАБУ, так сказать, наезжают на других. То есть это ответ соросят и глобалистов на задержание Кудрицкого, потому что своих трогать нельзя, а коррупция у нас избирательная, и расследование коррупционных схем у нас в стране тоже избирательное, как минимум с 2015 года. То есть Кудрицкого трогать нельзя, это святое,
Ну, Кудрицкого, Коболева, значит, в железной дороге нельзя ловить на коррупции, там Сергей Лещенко на Совете. В Укроборонпроме пока нельзя трогать, там Милованов. Кстати, Мустафа Наем возглавляет структуру после ухода своего с министерства, которая занимается и занималась освоением денег на строительство фортификации. Но вы никогда не услышите ни от НАБУ, ни от САП, ни от Томаша Фиала, ни на «Украинской правде», ни от Шабунина, никогда вы не услышите ничего про деятельность Мустафы Наема. Ну, это ж правда, и вы это знаете. А потому что это одна структура, которую для нас создали глобалисты, демократы, создали не для борьбы с украинской коррупцией, а создали для контроля над украинскими элитами. Я хочу, чтобы вы это четко запомнили. НАБУ, САП и ВАКС не имеют ничего общего к системно реальному искоренению коррупции. Потому что многолетний директор НАБУ Артем Сытник был официально признанным коррупционером и был в реестре коррупционеров. Собственно, не без участия вашего покорного слуги, когда мы все это доказывали и так далее. Вот. Поэтому сегодняшний скандал это как бы, да, ответ все глобалистов и демократов на то, что происходит. Ну и как бы отвести наше внимание, что эти хорошие, а вот тут как раз коррупция. Хотя она есть и тут, и там. Ну, все понятно. Для меня одинаково. Кудрицкий тут или там Коболев, разваливший ГТС, или Мустафа, или сегодняшняя история. Теперь сегодняшняя история. Саш, ты вот задавал такой большой вопрос, ну, тема большая, и произнес одно ключевое слово там. Игра, ты сказал, да? Ты сказал так, это игра между правоохранителями. Вот и все правильно. Вот в этом маленьком слове из 4 букв, собственно, заключается все то, что происходит сегодня в стране. Игра, когда ставленники одних нападают на других, а ставленники других будут отвечать первым. Так и там русские, Дмитрий. И там это русские. Такая история, да, насчет... Значит, сейчас скажу. Офис, как ты сказал, что там плохие делишки, значит, делались в офисе, который когда-то принадлежал там семье Деркача, который сейчас, депутат законодательного там собрания где-то в России. Это отдельную историю надо расследовать. Если это так, то кто там, аренда, не аренда, хрен его знает. Там даже такая фраза была... Да какая разница? Даже такая фраза была от Решика. Решик какой, это в пленках НАБУ. Двушка ушла в Москву. Да вы что? Двушка, трешка, да, я понял. Смотрите, что хочу сказать. То есть про офис, не знаю, ничего не могу сказать. Да, слушайте, наверное, если кому-то там что-то принадлежит, надо забрать. У нас есть Арма, там пусть заберут, если это в частной собственности, не в частной. Да какая хрен разница, где создавать бэк-офис? Давайте произносить грамотно слова. Коррупцией всегда занимаются не в министерствах и не в ведомствах. Всегда для этого создавались бэк-офисы. Я про эти бэк-офисы тоже рассказывал, мама не горюй. Они есть под каждым направлением. Будь то энергетика, железная дорога, администрация морских портов Украины. Тут попадание такое, да, Деркач, окей. Значит, теперь по сути. Смотрите. Я не знаю, кто такой Минтич, я с ним не знаком. Это правда, вообще никогда не видел, а года 3 тому назад даже не слышал такую фамилию. Вот только сейчас, да, стал. Потому что стали об этом говорить. Минтич я тоже прочитал. Кто это, что это, окей, Минтич. Вот это словосочетание пленки Минтича, это уже такой же, как бы такая мифологема, как золото партии. То есть, я же не знаю, если есть золото партии, наверное, есть пленки Минтич. У меня в связи с этим вопросов-то несколько. Если НАБУ ведет вот эту историю с энергетикой, конкретно по энергоатому, там слушает все, пленки, записи. И вот сегодня произошли, значит, обыски, то я ж как человек не толпы, я ж в хоре не пою. И в шеренге я никогда не марширую. Я стараюсь всегда быть объективным и уходить от сенсаций. Здесь не будет сенсации, она забудется скоро. Вот запомните наш эфир сегодняшний с Александром Шелестом. Запомните сегодняшнее число. Мы очень любим обыски, $1 миллион. Сейчас подойду к $1 миллиону, которые нашли. Тоже мне сумма. У нас районный ТЦК, там дама 6 миллионов под подушкой держит. Здесь бизнесмен $1 миллион дома. Ай-яй-яй, подумаешь. Увидите, что произойдет и с этим миллионом, и со всем остальным. Значит, я не знаю, кто такой Минтич. Наверное, он влиятельный чел. Не знаю. Знаю только одно, что институт смотрящих, друзья мои, сейчас будет кому-то очень неприятно, существует в Украине много-много лет.
Не верите мне? Спросите у Петра Алексеевича Порошенко. Что такое институт смотрящих? Смотрите, спросите у Виктора Януковича, у Леонида Даниловича Кучмы. Они знают, что такое институт смотрящих. Это когда околобизнесовые структуры присматривают и курируют за деятельностью государственных предприятий. В частности, мы когда боролись за судьбу Одесского припортового завода, там тоже много чего было про смотрящих от Петра Алексеевича Порошенко. Но сейчас наш Петр Алексеевич светоч демократии и так далее. Поэтому у меня вопрос к НАБУ. А почему сейчас? Почему не год назад? 2, 3, 5? Ну, если вас интересует вообще судьба энергетики украинской, и чтобы мы были со светом, и чтобы не крали на войне, или до войны, или во время войны. Почему сейчас? Ну, у меня есть ответ на вопрос, почему сейчас. Он очень простой. Ну, записи Но он тоже свежие. мало кому Подождите, записи свежие. Записи июль, октябрь этого года. Это все очень и очень свежо. Это вот прямо сейчас они. Записи свежие, Саш, это то, что нам дали. Давайте мы будем очень точны. Мы не знаем, какие есть записи и где. Мы вообще ничего не знаем. Мы знаем только то, что нам на бутерброде выкатывают и дают. И мы читаем это в телеграм-каналах, потом выходим в эфир и об этом говорят. Те несколько эпизодов записи, которые мы все сегодня прочитали, это же главная новость. Мы все ее прочитали. Нас уже вообще не интересует все остальное. Да, эти записи нам дали там июнь, ну ты сказал октябрь, по-моему, май, по-моему, там еще есть, май, июнь там и так далее. То есть, как я понимаю, следите за мыслью, до мая 2025 года то ли в Энергоатоме не было коррупции, то ли вся правоохранительная система ее не замечала, то ли НАБУ все знала, но было не время, то ли Дональд Трамп закрыл USAID, а соросята пока не нашли себе новую крышу, а уже где-то с июня соросята нашли себе новую крышу, упали под крышу европейцев. Вот. И сегодня это, поскольку в Америке начинается противоставление глобалистов против Дональда Трампа, МАГА и республиканцев, то и Европа и Украина начинается то же самое. Поэтому самые громкие возгласы по поводу коррупции в Энергоатоме и сегодняшних пленок Миндича вы слышите от, двоеточие, Томаш Фиала, «Украинская правда», Соросята, Центр противодействия коррупции Шабунина. И вы уже не вспомните, что Шабунин давно должен сидеть на скамейке подсудимых за то, что ездит на джипе, который должен быть в армии, за то, что обманул весь народ и не служил в армии, сделал поддельные документы и получал зарплаты. Вы же все это уже забыли. Он же антикоррупционер с картонкой. Так вот, Петр Порошенко, ну вот и же с ними. Если вы посмотрите, кто громче всего сегодня воет, а потом переложите все это на другую чашу весов, то я возвращаюсь к своим вопросам. Скажите, пожалуйста, нужно ли расследовать это дело сегодняшнее? Да, безусловно. Более того, я очень хочу, чтобы его расследовали, но есть у меня сомнения, услышим ли мы или узнаем ли мы в скором будущем вообще реальную ситуацию. Но тогда у меня, вот как у гражданина Украины, есть большое желание привлечь всех органы, которые только можно привлечь к расследованиям, всего того, что связано с железной дорогой, с Мустафой Наемом, с Андреем Коболевым, с Укрэнерго, с Кудрицким. Ну, я могу перечислять минут 35. Как это? Всех не посадишь, Дмитрий. Ну, это же тоже. Всех не привлечешь. У меня есть очень важный вопрос. Я просто хочу, чтобы мы не ушли. Потому что вы так пробросили уже второй раз. А это требует пояснения. Я логики не пойму. Вы уже второй раз делаете акцент, что началась заруба в Америке между демократами, которые возвращаются. Там своя история очень интересная. Мамдани, там говорят, словосочетание такое, не мэр, а губернатор Нью-Йорка, как штата, не города, как штата, говорит, войска Трампа вторгаются, мы будем противодействовать, чтобы федералы тут, поговорим сегодня об этом. Это прям очень интересно, это прям начало гражданской войны. Плюс там, Нэнси Пелоси ушла на пенсию, ее проводили, плюс по шатдауну очень серьезно. Короче, противостояние внутри Америки между демократами и вот респами, маговцами.
Но вы как бы сюда приплетаете вот эту историю, что, ну как, не приплетаете, а притягиваете, да, что это демократы активизировались, соответственно, клиентелла американская активизировалась в Украине. А в чем логика? Смотрите, если демократы демонстрируют, а расследование НАБУ демонстрирует, что власть, которой те же демократы давали деньги, она продажная, она отмывала эти деньги и продолжает отмывать, то она сыпет соль не на хвост Трампу, а работает как бы против тех же самых демократов, которые вообще кэшем отправляли деньги. Да, понял, все понятно. Понятно. Очень легкий вопрос, очень простая логика, нечего здесь притягивать, оно притянуто само по себе. Кратенькая история, возвращаемся в лето, там 3-4 месяца тому назад, когда Владимир Зеленский и украинский парламент решили разогнать к чертовой бабушке всю эту соросовскую структуру на НАБУ, САП и так далее, что сделали практически все страны мира, и правильно сделали, и я тоже считаю, что эти структуры плохо влияют, мягко говоря, на государственный суверенитет. Ну, потому что все эти годы они жили и живут за счет денег американских налогоплательщиков через разные структуры, фонды, ЦРУ, USAID, Сорос, другие неправительственные организации. НАБУ, САП и ВАКС, вот этот треугольник, существует буквально в 4 странах мира. Любое уважающее себя государство не принимает вот эти все истории. Потому что в нашей стране есть своя система, правоохранительные, антикоррупционные органы. Да. Мы или сами справимся с коррупцией, или не справимся. Мы или станем европейским государством, или не станем. Никакое НАБУ нам не поможет. Потому что результаты деятельности НАБУ за 10 лет никакие, нулевые. Правда, все, кто связаны с НАБУ, стали очень богатыми людьми. Вот возьми любого сейчас детектива НАБУ, посмотри его декларацию, и главное, загляни в декларацию там, его родственников. И мы поймем, что ребята, которые на зарплату в 600-700 долларов, да, оказывается, очень богатые люди за 10 лет. А некоторые из них сейчас работают в наблюдательных советах тех государственных структур, да, криминальные дела, в отношении которых они расследовали. То есть ты себе работаешь в НАБУ, расследуешь Укрзалезницу, там коррупцию, договариваешься, уходишь на пенсию с НАБУ и устраиваешься туда работать. Ничего личного, да, то это только бизнес. Это я все помню просто. А многие сейчас забыли. Мы живем от скандала к скандалу. Поэтому, когда власть наехала на НАБУ, на САП и так далее, чтобы их вообще разогнать, и лишить там всех прав и полномочий все грантовские организации, вот эти НАП-советы, общественные советы. Вас не смущает, друзья, обращаюсь к зрителям, что условные шабунины керуют в этой стране правоохранительной и судебной системой? Вы им давали такие права? Я нет. Ну вот нет. Ни в НАП-советах, нигде. А они керуют, потому что они везде. Потому что так устроили глобалисты нам вот эту систему. Значит, разогнать их не удалось. Это я быстренько там, да? Трамп не вписался, вписалась Европа. Идет война, мы очень зависимы от Европы. Мы не можем с ними вот это вот в лобовую. Они нам поставили условия. Или вы вот это сохраняете. Картонки вышли сразу, помните, да? Свободу НАБУ, свободу Деточкину. И как бы власть должна была сдать шаг назад и оставить их всех. Ну вот с этого момента и понеслась эта история. Все соросятые структуры, их как бы взяли под себя структуры Порошенко, Томаша Фиалы, да, Сорос-младший Александр никуда не делся, глобалисты никуда не делись, бриты тоже никуда не делись. Вот они нашли новую крышу и, понимая, что по многим деятелям НАБУ, САП и других могут сейчас быть открыты криминальные дела, пошли на опережение и сделали сегодня свой удар. Поэтому я в начале программы сказал, что через 2 недели будет другой удар. Это игра, это такая идет столкновение. Но что тут притягивать, когда посмотрите, кто больше всех кричит, и посмотрите против кого. Ну, все понятно. Порошенко, Фиала, соросовские структуры, все грантовские организации, телеграм-каналы, средства массовой информации, которые были созданы здесь глобалистами, и которые всегда защищали НАБУ, САП и ВАКС. Это же в чем гениальность Сороса, друзья? Вы никогда не задумывались? Вот в чем его гениальность? Он создал в мире, дело же не в Украине. Почему сейчас Болгария ведет расследование по деятельности Сороса? Почему грузины выгнали к чертовой бабушке со своей территории все эти грантовские организации? Почему Соединенные Штаты Америки много-много лет тому назад приняли закон об инагентах? И многие другие страны то же самое. Потому что когда какая-то организация общественная получает деньги налогоплательщиков другой страны
а правит бал здесь, это называется вмешательство в суверенитет государства. Так вот, на сегодняшнем этапе вот это идет взаимодействие. Там выборы в США скоро, ну и В чем все интерес понимают, что и... демократов? Вот смотрите, многие Да не сделали демократов, вывод, я ж... да не, многие сделали не вывод, демократы как партия. Что это Трамп выполняет условия Анкориджа и давит таким образом на Зеленского. Потому что, извините, бегут ближайшие Зеленского вместе с бухгалтерами Цукерманами, вместе с Миндичем. То есть это Лавров же предварил, да, пару дней назад, он говорит, значит, Америка обязалась надавить на Киев, на Банковую, на Зеленского, но испытывает некоторые трудности в этом. И все как бы сопоставили эти факты, это происходящее, и подумали, что это, ну, интерес Трампа. Вы же говорите, что это интерес врагов Трампа, демократов. В чем? Интереса Трампа не может быть в данном кейсе, потому что Трамп закрыл USAID, и Трамп закрыл структуры Сороса, которые финансируют тех, кто сегодня, собственно, вышел на арену. Значит, они работают сегодня на других, а на кого я уже сказал. Это первое. Второе. Иногда бывает так, Саш, что кто-то что-то делает, а это выгодно и тем, и другим, и третьим. Может ли Дональду Трампу быть выгодно, и может ли он получить какие-то дивиденды политические, так сказать, из сегодняшней ситуации? Ты знаешь, может быть, но если оно вообще его интересует. Я в этом не убежден, что оно вообще его интересует. Он уже всем все сказал, мол, повоюйте там до весны, потом все придете и будем разговаривать. Он все уже всем как бы озвучил. И европейцам, и русским, ну и нам в том числе. Поэтому для меня как раз сегодняшняя игра, она абсолютно показательная. Да? То есть Росята пошли в атаку, Порошенко, Томаш Фиала, потому что были слухи, что против них будут санкции, против «Украинской правды». Там. По Шабунину идут криминальные дела ГБР. Мы об этом же не говорим, нельзя. Ну, нельзя, они святые ребята, они антикоррупционеры. И ни один человек не задумается, так, подожди, ага, 10 лет НАБУ в Украине имеют все полномочия, демократы были у власти, они имели у власти, так, что в Украине с коррупцией, кто посажен, кто арестован, какие, значит, никаких, ноль, да, ноль. Но мы вот это вот фри НАБУ. Резюмирую. По поводу все там сбежали, друзья. Там, Саш, за кордоном, начиная от Вены и заканчивая другими европейскими, а может и не только европейскими городами, там уже можно собрать пару фракций будущего парламента. Там много людей. Кого-то я знаю, многих знаю, да, там много, кто туда уехал. И сегодня уехали там еще парочку. Теперь про этого Миндича, я же хочу все к нему вернуться. Черт возьми, я никогда о нем не слышал. Ну, как бы такой ореол, да, он типа самый главный, я понял, там миллион у него нашли. Вот, ну, то есть, жалко, что я не юрист, и я не его адвокат, потому что, я так понимаю, адвокаты Миндича неплохо живут. Ну, я не буду его адвокатом, я просто поразмышляю вслух. Итак, сегодня нашли миллион, это сенсация, мы все об этом говорим. А я так, кстати, задумался, так, а он министр? Нет, он чиновник? Нет, он кто? Трудно сказать, бизнесмен, да, окей, у него нашли миллион. Так, и чего? Спрашиваю себе я. Ну вот, нашли миллион. Ну, я так понимаю, что он богатый чел, поэтому у него есть два пути. Первое, подарить этот миллион государству. Это нашли, и хрен с ним. Или предоставить документы на этот миллион. Да, что это, чего это, и ему вернут. Так тоже может быть, ребят. А может и нет. Может он уехал, а может вернется. У меня к вам вопрос. Это как-то изменит ситуацию, что у меня дома 8 час, ну, у нас 8 час уже нет электричества. Так Да. это изменит ситуацию в энергосистеме, Да. в Энергоатоме, в Укрэнерго. Они же не защищали и брали откаты, как утверждает НАБУ, сегодня предоставили, как раз-таки с защиты ТЭЦ, ТЭС, централей Согласен. и всяких подстанций. Всех. Поэтому да. То есть 20... Согласен. Согласен, Саш, с тобой. Я двумя руками за. Я и хочу, чтобы всех, кто там, ну с какого, 20-го, 19-го, 22-го, любой год называй, все равно. Вот всех, кто был причастен к формированию энергетической системы нашей страны, а в последние 2,5-3 года, кто был причастен к деньгам и распределению денег на строительство фортификаций,
чтобы все были привлечены к ответственности. И я продолжаю этот список помимо сегодняшних. И все равно 5-й раз вернусь к фамилии Кудрицкий, Мустафа Наем и другие деятели из нашей энергетики. Могу еще 5 фамилий назвать, но вы их не знаете. Вот и все. Поэтому кто там куда сбежал, ну сбежали. Кстати, тоже у меня вопрос. Министр Галущенко, да, сегодня, ну, number one, куда его внесли, ты сказал, миротворец, да? К приличным Тоже людям. уникальная история с этим миротворцем. Там уже побывала нынешняя глава военной разведки Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард. Мы ее потом быстренько вычеркнули оттуда. Мы же не знали, что она станет главой разведки. Она позволила себе пару лет назад задать вопрос там про лаборатории американские в Украине. Ну, спросила, неумная женщина, такие вещи разве можно при демократах спрашивать? Вот, мы когда спрашивали, Соросята нас сразу заносили в реестр зрадников. Ну, а ее как даму американскую занесли в миротворец. Потом пришел Трамп, назначил ее главой военной разведки. Наши охренели. И вычеркнули ее с миротворца. Ну, сегодня министра туда записали. У меня вопрос. А он продолжит быть министром и будет в миротворце? Или он напишет заявление? Или как? Так, ребят, надо уточнить. Он сегодня министр юстиции. Юстиции, да. Это важно. Это его, значит, да. Какая разница? Он же министр, Саш, министр. Действующий, да. Значит, мой прогноз. Давайте подождем недельку. Остынут вот эти все истории. Пойдут криминальные сейчас дела, будут разбираться. Длиться это будет, даю прогноз свой, где-то годик-полтора. Ого. Вот вся эта история. Ну, конечно, это долгая история, расследование долго, что, чего, фирмы, кто, куда, кому, все эти телефонные разговоры, я не я, это был не я, голос похожий, и я вообще не об этом, мы вообще о футбольном игре. Ребят, послушайте меня. Дальше, недельки через полторы, другая система бахнет по очередным деятелям в НАБУ, и докажут нам про родственные связи, про бизнесовые связи, там Россия, не Россия, Марс, неважно и так далее. Я считаю, что в государстве, в любом суверенном государстве, должна существовать конкуренция правоохранительных органов, но я также считаю, что не могут в суверенном государстве правоохранительные органы, созданные по образцу, структуре и деньги налогоплательщиков другой страны, керовать у нас выборочно. Если бы НАБУ, САП и ВАКС действительно бы преодолели коррупцию за эти 10 лет, я бы первый начал бы акцию по сбору денег на их памятник. Причем памятники во всех сферах, во всех скверах и парках нашей страны. Но поскольку я хорошо знаю цифровые показатели деятельности НАБУ, подчеркиваю, с 2015 по октябрь-ноябрь 2025 года, то и вы все знаете, и я все знаю, и мы все знаем, чьи интересы они защищают, и почему их всегда защищали условные центры противодействия коррупции. Вот и все, Саш. Смотрите, я просто хочу, чтобы... Сенсация проживет это 3 дня. А то, что начинает... извини, Саш, это важно. Одну вещь скажу. Почему там сегодня? Слушайте, никто же не будет оспаривать тот факт, что в Украине постепенно начинаются политические процессы. И постепенно все начинают готовиться к выборам. И постепенно формируется оппозиционный фронт некий в Украине, который возглавляет, понятно, Петр Порошенко и соросовские структуры. Мы же не будем спорить на эту тему. Когда Валерий Федорович Залужный раз в неделю пишет статью. Читаешь эту статью? Последнюю, как это вы прокомментируете? Подождите. Это не статья посла Украины в Британии. Это Нью-Йорк Пост. Статья будущего кандидата. Да, в Нью-Йорк Пост. Конечно. Очень воинственно, очень без личностей, но с намеком. Вообще, конечно, это удивительно, то, что происходит. Значит, у нас же как? Это сформированы такие паттерны, устойчивые, представления. Значит, выборы, выборы или политическая борьба, выборов нет, но политическая борьба есть. Значит, обязательно будет Залужный. Порошенко там пойдет, не пойдет или примкнет к сильному, станет премьером. Такие расклады там сейчас гуляют. Значит, есть еще Буданов, как тоже участник рейтинга. И поехали там всякие Белецкие, там кто-то включает, кто не включает, там Арестовичей, кто-то включает, не включает. Разное. То есть это все вилами по воде. Entertainment. Но когда выходит Залужный и
пух и прах разносит идею, что Трамп будет принуждать Украину договариваться, да, а он на это прямо намекает там, что не дайте нам капитулировать. Он просто аж не пишет там Трамп, зараза, не дай нам... Ну, это все поняли, к кому он обращается. А у главы разведки на столике фигурка Дональда Трампа появилась так невзначай. И так, знаете, как просто все люди так сфотографировали, просто, ой, а что это Буданов делает? А, он флаг подписывает. Ну, он же отправил под Покровск черные ястребы, там они вроде как сегодня отчитались, что все, ребята, деблокада, все хорошо. И показывают нам Буданова, который подписывает флаг. И так вот мимолетом там Трамп. Так кто за кого и кто с кем? Сейчас, Саша, опять легкий вопрос. Настолько сейчас разложим все по полочкам. Итак, ты правильно сказал, что в статье посла Украины в Лондоне такой месседж типа к Дональду Трампу: не дай, мол, тут, и вообще что-то ты не то делаешь. Напомните мне, где Валерий Федорович? В Лондоне. Неужели есть хоть один зритель в нашей стране, у кого есть сомнения, с кем співпрацює Валерий Федорович Залужный в Лондоне? Неужели кто-то считает, что это он вот все вот это ведет так системно, плодотворно? Диссертация, трилогия, интервью на большие темы со шпильками в адрес Америки, но без шпилек в адрес Британии. Неужели вы это не видите? Чей это, откуда, куда и как это все будет происходить? Более того, разве это статья посла? Ну, скажите мне, у нас все послы пишут подобные статьи в Нью-Йорк-Пост? Ну, как вы считаете? У нас много стран. Британия не самая большая страна. У нас послы в Бразилии, в Германии, во Франции, в Италии, в США, в Канаде. У нас тоже пишут такие статьи? Или нет? Нет. А чего, хочу спросить вас я? Это второй вопрос. И третий. Странная история. Когда начальник Валерия Залужного, а его непосредственный начальник, министр иностранных дел, а дальше президент страны, потому что по Конституции глава государства отвечает за внешнюю политику, в том числе там, да, предлагает, назначает послов. Так вот, президент Украины и глава МИДа Украины, ну как бы Трамп наше все. А тут появляется человек из Лондона с другой точкой зрения. Значит, он уверен, что там, где он находится сейчас, нормально его защитят. Ну, по-моему, логично. Попробуйте со мной поспорить и аргументировать. Что касается фигурки, как ты сказал, Саш, Дональда Трампа на столе у Буданова, то и тут как бы получается все логично. О чем я только что сказал. Ну, если глава МИД и глава государства, а значит и глава ГУР, ну, мы как бы не безосновательно считаем, что именно Соединенные Штаты Америки играют и сыграют главную роль в мирном урегулировании, потому что Европа слаба, а бриты могут только из-под тишка и из-за кулис. Они не могут, у них нет ни денег, ни оружия, ни политической силы. Они могут вести свою игру. Мы много раз об этом говорили. Поэтому, друзья, началась избирательная кампания. Это видно по Залужному, это видно по Порошенко, это видно по соросовским структурам и неправительственным организациям, которые нашли свою крышу новую, ну, в том числе в определенных европейских институциях. Поэтому сейчас все заколотилось. Просто сейчас убыстряется время. Это могло быть завтра, могло быть в феврале. Погодите. Это неизбежно. Британия, получается, Зеленского сливает. Так он только что давал интервью, у него там картинно пропадал свет у Зеленского в Мариинском дворце, и он говорил, что это король его помирил с Трампом, его дипломатией, его величество, да, расшаркиваясь. То есть, получается, нам таким образом британцы посылают сигнал, что мы поменяем. Если все дойдет до какой-то остановки войны, мы поменяем на Залужного, который, вот смотрите, как будет хорошо воевать, бороться за независимость. Ну, так получается. Нет, не совсем так. Знаешь, как это говорится, такая близко к цели, но не совсем так. Первое. Прокомментирую слова Владимира Зеленского, что как бы их помирил с Дональдом Трампом после там определенного встречи в овальном кабинете в Виндзорском замке, да, король. Думаю, что да, ну, думаю, что это правда. По крайней мере, логично, и как бы король может это сделать, да, и бриты могут это сделать. И тот тайный совет в Виндзоре, в котором встречался Дональд Трамп и получил отказ по всем его вопросам,
Поэтому он вернулся с Лондона и переиграл все и по отношению к Москве, и по отношению к нам. Потому что там он получил отрицательные ответы на все свои вопросы. Никто же не думает, что Лондон это только премьер Стармер. Лондон это о другом. Поэтому верю, скорее всего, король сыграл здесь роль и немножечко смягчил эти углы между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Это первое. А второе, друзья мои, что мы ходим вокруг да около? Ну, бриты сегодня осуществляют определенные, так сказать, курирование или кураторство, как правильное слово. Присматривают они за нами, за Украиной. Но мы же только с бритами подписали столетнее соглашение, больше ни с кем, 100 Да лет. ладно, там 28 стран. Гарантии безопасности. Не, 100 лет. 100 лет мы подписали, на 100 лет ни с кем мы не подписывали подобного соглашения, где столько интересных экономических вопросов есть в секретных протоколах. А почему 100 лет сделали бриты? Ну, во-первых, они всегда играют в долгую, а во-вторых, все международные арбитражи под Лондоном. Поэтому через 5, 10, 15, 20 лет, ну иди, новое правительство украинское, там, новые вообще реалии будут. Иди выиграй у них в суде, попробуй. Поэтому да, с учетом того, что Штаты потихоньку будут отсюда отваливать, а бриты как бы, вот бриты, тут у нас бриты. Поэтому ничего нелогичного. И по Залужному никто никого не сливает. В своем интервью, ты правильно отметил, Валерий Залужный сделал такой негативный месседж не в адрес же Владимира Зеленского, а в адрес Дональда Трампа. То есть это Лондон через Залужного посылает очередной сигнал в Белый дом, что, мол, не надо здесь все это заканчивать и замораживать. Надо, чтобы вот до полной победы, как написал Залужный. Единственное, я не очень понимаю, к кому он обращается. С таким опытом главкома надо, наверное, попроситься об отставке с должности, на мой взгляд, я так себе думаю, с должности посла Украины в Британии, вернуться в Украину и попросить у верховного главнокомандующего какое-то поле деятельности. Но потому что так, как я прочитал у Валерия Залужного, то только освобождение всех территорий – это справедливый мир. Все остальное – это поражение. То есть Валерий Залужный понимает, ну мы не вернем все территории сейчас военным способом, это сделать невозможно. Так а зачем вы тогда это пишете? Вы кого этим подстегиваете? Вы кого этим пытаетесь унизить? Вы для чего это делаете? Когда 2/3 украинцев уже хотят мира, надо говорить, надо договариваться, надо искать компромиссы. А выход на границы 91 года и освобождение всех территорий – это не есть компромиссы сегодня. Это недостижимо сегодня. А Залужный об этом пишет. Но находясь в Лондоне, но не возвращаясь в Украину. Но он для многих икона. Скажите мне, друзья, мы в прямом эфире, если вы со мной не согласны, у вас есть аргументы, напишите. Я с удовольствием отвечу. Я не за Валерия Федоровича. Я не против Валерия Федоровича. Я только констатирую, что господин Залужный абсолютно открыто начал свою будущую политическую избирательную кампанию, находясь на должности, государственной должности посла Украины в Великой Британии. Насколько это соответствует, каждому из вас решать. Вот и все, пожалуй. Вы сегодня прям напомнили такого помолодевшего спевака, который рубит соросню в прямом эфире, жжет глаголом. Вот это вот еще довоенное. Люблю я их. Довоенное. Да, люблю. Значит, уважаемые соросята опубликовали список нарративов. Я хочу, чтобы вы прокомментировали российских нарративов, которые звучат в украинском информационном пространстве. Значит, это то, что выдает российскую, ну, скажем, да, ну, в общем, матку вот этой пропаганды. Короче, значит, единственный путь к миру – это договоренности с Россией. Это кто пишет? Эти, ну, соросята, тексты, орг, вот эти все. Это вот прям список, 6 пунктов пророссийских нарративов. Единственный путь к миру – договориться с Россией. Это российский нарратив, это вражеская пропаганда. Мобилизация – это способ уничтожить украинцев, чтобы завести в Украину мигрантов. Украина – диктатура. В войне виноват Зеленский, а не Россия. Украинская власть
крадет и распродает западную помощь, и власти навязывают украинский язык. Вот такие 6 пунктов. Я хочу, чтобы мы по ним пробежались. И... Не, у меня зачем? Я не, не надо подождите, пробежаться. это у меня вопрос интересно. к зрителям, и все будет... А сейчас, да. Да, нормально. Скажите, пожалуйста, друзья, кто из соросят воюет? Ну, тут воинственная такая история. Они всех призывают. Я хочу знать, потому что, насколько я знаю, они все инвалиды. Ну, куда ни блюд, не воюет никто. Ну, Шабунину нельзя, Стерненко нельзя, никому нельзя. Они все борются с коррупцией, остальные должны воевать. Ну, вот я, пожалуй, прокомментировал все. Это первое. А второе, они чем отличаются, вот эти структуры, от обычных граждан Украины? Вот же в чем суть. То, чему я сегодня посвятил в программе минут 30, наверное. Вот же в чем суть. Соросята написали так и что. А они кто? Ну, они какое имеют, как это сказать, они какое имеют конституционное право, функциональные обязанности, какое у них, что у них, вот кроме того, что мы знаем. Они написали, давай я напишу, что то, что сделал Шабунин с обманом всего народа украинского, это преступление перед государством. Давайте мы напишем, что молодые люди 25-35 лет, которые корчат из себя ультрапатриотов Украины, но всю жизнь живут за деньги другой страны, ну, наверное, должны быть на передовой, если они патриоты, а мы так погулять вышли. Ну, клише сложилось в обществе, да, они главные, вот они их много, они очень системно работают, это правда. Они друг за друга, они вот это у них сформировалось за 10 лет. Но я вам обещаю, друзья, что в одной из своих программ я расскажу, как это все начиналось, как это развивалось, создание вот этих неправительственных организаций, там, фонда Сороса, как они приезжали, сколько денег потрачено на все наши вот эти структуры, какие они эти структуры. Их очень много. Поверьте мне, друзья, их очень много. Их поэтому власти боится. Потому что у них телеграм-каналы миллионные, потому что у них YouTube-каналы миллионные, и защита у них, как мы видим, если они все с удостоверением, никто их не трогает, и они главные. Ну вот и подумайте, кто их защищает от нас с вами, от обычных граждан, и почему они имеют большие права, чем обычные люди. И почему они, если говорят, что это нарратив там, российский, ну все, мы должны это воспринять как норму или догму закона. А мне все равно, что они пишут. Ну, пишут, окей, пусть пишут. Смотрите, тут тоже такой... я тоже что-то пишу. Тут тоже такой момент. Вторая сторона, я не буду говорить противная сторона, судя по этим нарративам, но вторая сторона. Ну, вы вообще, вы давно уже следите за украинской политикой, когда в офисе президента представляются братом Ермака и продают должность за $100 тысяч департамента офиса президента, а Ермак записывает невнятное, но и быстрое видео «Ой, спасибо правоохранителям, разоблачили схему», ты как-то вот сидишь, смотришь и понимаешь, ох, ничего себе, какой бардак в стране. Плюс кто-то же эту должность покупает. Это же не какой-то, как, не знаю, там, торговец, реализатор из рынка, да, решил 100 тысяч подогнать и стать директором департамента. Скажу свое мнение. Ну, это же... Скажу свое мнение. Не верю. Так оно все нарочито не работает. Так вот именно эта система. Она иначе работает. Не, с коррупцией, и должности, и свои люди. Все это понятно. Но вот так оно не работает. Что кто-то там, брат, 100 тысяч. Саш, ну поверь мне, оно иначе все функционирует. И поэтому чушь это все и обычный фейк. Вот просто я тоже это доказать не могу, как и те не могут доказать, кто это говорят. Что каждый из нас высказывает свое мнение. Я же немножко знаю подноготную, как всегда была и есть, как обустроена украинская вот это вот, да, внутренние коридоры власти. Оно иначе все. Ну, поверьте мне, никто по улице не ходит и не говорит, ну, из серьезных я имею. Какие-то аферисты, которые косят под известную фамилию, это да. Если поймали какого-то афериста, то его надо сажать. А серьезные люди, братья серьезных людей, родные братья серьезных людей, ну, не так работают. Даже не сомневайтесь. Все это гораздо сложнее, глубже и тоньше. И поэтому я прочитал, когда это, я сразу сказал, да туфта это все.
Ну, смотрите, по поводу там вот этой истории, как бы вы, в общем-то, традиционно для вас вы никогда вот эти все надстройки НАБУ не поддерживали, как бы вы не критиковали эти все моменты, но власть выходит и оправдывается. Значит, вышла Гринчук, министр энергетики, на брифинг спешно. Ну, потому что тяжелая ситуация в энергетике, и нужно что-то говорить. Сейчас основной нарратив министерства, вы же видели, да, Центр Энерго выходит, говорит, все, караул, капец. Так прям почти так и пишут такими словами. Им быстренько звонят с офиса президента, они правят этот пост, типа, делаем все возможное, но это не отменяет предыдущего поста. Вот выходит министр, это вот сейчас появляется информация после брифинга. Значит, мы приглашаем журналистов посетить энергообъекты, чтобы вы посмотрели на их защиту. Таких объектов 1000. А по поводу защиты объектов Энергоатома, то, что было на пленках НАБУ сегодня опубличено, она говорит, что половина объектов готова на 100%, а остальные на 80%. И в течение месяца эти объекты будут завершены. Мол, смотрите-ка, все нормально. Я министр, вот, я говорю, что все делается или сделалось. Поэтому это устаревшие пленки, устаревшая информация. Смотрите, мы деньги расходуем, и все хорошо. Видимо, под Гринчук зашаталось кресло, потому что ее предшественник, вы его упоминали, Галущенко, да, на миротворца. Задача Петра Алексеевича Порошенко и всей той коалиции, которую он создает вокруг себя, включая все средства массовой информации, того же Томаша, Фиала и так далее, это скинуть это правительство и заставить власть пойти на формирование правительства так называемого национального единства, то есть не по квотам одной партии, а некий такой комплексный обед сделать. Это задача Порошенко. Он очень опытный игрок, очень опытный политик, он нашел сейчас вот эту точку болевую на наступление зимы, русские бомбят, и с энергетикой хреново, тут НАБУ, значит, вот этот кейс коррупции и так далее, то есть задача с правительства. Поэтому задача гораздо масштабнее, чем там какой-то отдельно взятый министр. Что касается выхода там сегодняшнего, этого брифинга министра, я о нем не знал. А о чем министр должен говорить? Давайте подождем, как будут расследоваться все эти события. Слушайте, друзья мои, сколько обысков было за последние года 3 в разных кабинетах? Сколько бабла нашли на этих обысках? Мы просто забыли. Мы настолько живем от сенсации к сенсации. Я тоже не вспомню сейчас. 3 десятка уже было подобного. Обыски, 1 миллион, 1,5, 2 фирмы, значит, Министерство обороны, яйца по 17, куртки по 128, начальник департамента, родственник этого, тот племянник. Мы просто не помним это. Война уже просто идет почти 4 года. Мы не помним этого. Скажите, пожалуйста, много вы знаете результатов тех обысков с теми миллионами долларов? Я немного знаю результат. Думаю, вы немного знаете результат. Проблема, знаете, наша в чем, друзья? Я понимал, что Саша начнет программу с этого. Я понимал сегодня, что мы посвятим 3/4 программе этому. Я понимал это. Что мы же от этого не уйдем. Но, на мой взгляд, сегодня в отношении Украины есть 2 гораздо более важных новости. На мой взгляд, субъективные. Я вам сейчас скажу, какие. Новость первая. Wall Street Journal пишет о том, что расследование, которое идет к завершению, подрыва Северного потока-2, может расколоть ситуацию в Европе. А немцы очень недовольны. А немцы наши главные поставщики оружия и номер 1 по помощи Украине за эти 4 года. А там украинский след. До сих пор пока так. А поляки не выдают Германии того, кого они там задержали. Там очень такая... А там обвиняют в том числе, экс-главкома, связано же с Залужным. Это первая новость. И она такая. И вторая новость, она же просто не то, что кричит, она орет о том, что нами играли всегда. Когда выходит экс-генеральный секретарь НАТО Столтенберг
рассказывает, как в первые дни войны там, да, президент Украины Владимир Зеленский обращался к нему, там, закрыть небо, помочь этим, там, то-то-то. И Столтенберг сказал, что НАТО не пойдет там, на риск и не будет рисковать Третьей мировой ради Украины. Правду сказал. Абсолютную правду. А почему сейчас он об этом сказал? Нам же 3,5 года все же говорили, вы с нами, НАТО с вами, и вы с НАТО, и небо закроем, и вот это дадим. А сейчас он на пенсии, Столтенберг, и выдает такую базу. Ребята, а зачем же вы допустили войну, господа из НАТО? Ну вы же знали, что ее можно предотвратить. Вышли бы 5 лет назад, 4, до войны, и сказали бы, Украина, вы не будете в НАТО. Мы можем вам помочь построить там, да, глобально, там, внеблоковую, мы не будем вас брать в НАТО. Мы НАТО, НАТО не хочет воевать с русскими, русские не хотят воевать с НАТО. Что ж тогда происходит? Вот это новость, которая говорит об отношении к нам команды Байдена, всех этих Салливан. Помните, как они все приезжали, говорили, тот же Столтенберг. Вы возьмите сейчас, вы же грамотные все зрители, сейчас закончится программа, зайдите в телеграм-канал, прочтите все, что говорил Столтенберг, когда он был генсеком НАТО, и сравните с тем, что он сказал сейчас. Ну так это же чистое кидалово и чистые наперстки. Вот это новость. Новость номер 3. Когда мы говорим об украинской коррупции. Сегодня зять Дональда Трампа, Джерард Кушнер, договорился, что будет строить большой отель в Сербии на месте бывшего генерального штаба Югославии. Это, конечно, не коррупция и не олигархия. Любой человек, приезжающий в Сербию, не обязательно же быть Кушнером. Он, Саша Шелест, завтра поедет, ему там все снесут, и он будет строить. Я правильно понимаю или нет? Подождите, нет, там же пикантность этой новости не в этом. Это то здание Генштаба, которое развалили натовские самолеты во время атаки на Югославию. Да. Вот в чем. Все правильно. То есть прошло уже сколько лет, да? И Ну, мы с 99-го, 26 лет. И мы видим, как американцам, получается, это все и досталось. Ждали Джерарда Кушнера. Ну и глобальная новость. 18:00, вот уже 58 минут тому назад, по киевскому времени, состоялась уже, или идет сейчас в данный момент историческая встреча, когда в овальном кабинете будет присутствовать тот, за чью голову давали 10 миллионов долларов, как за одного из главных террористов Земли, последователей Аль-Каиды и так далее, и так далее. Я про Ахмеда Аш-Шара. И сегодня вышло интересное интервью одного известного американца, который сказал, что они вместе с Ми-6 как бы обелили, да, или сделали, как это правильное слово, я вот то, что он сказал, значит, где это, вот красивое слово, что, мол, мы сделали ребрендинг этому товарищу и из террориста сделали его, таким, так сказать, да, государственным деятелем. Вы помните, да, что сегодня он в Белом доме встречается с Дональдом Трампом, а за 2 дня до этого Совбез ООН и Госдеп снял с этого парня санкции. Вот вам и показатель абсолютного цинизма реалполитик. Был террорист, стал государственный деятель. Был Эль-Джулани, стал Аш-Шара. И никто не спросит в Европе, а он принесет какое-то покаяние всем им убитыми, как он там с автоматом бегал по горам и боролся с ненавистными там, и так далее. Просто сегодня он стал их, поэтому его принимают. Завтра он перестанет быть их, он опять станет террористом. Вот это глобальная история, которая показывает, нет миропорядка, основанного на правилах. Миропорядок закончился, вот тот. Однополярный мир также закончился. Сегодня наступает 5-летка, 25-30, для формирования новых правил. А пока кто на что гораст, у кого больше силы, наглости. Надо залезть в Венесуэлу одним, будут залезать в Венесуэлу. Надо в Сирии сделать вот эту историю,
одного террориста выкинуть, потому что он был с Москвой, а второго террориста взять, потому что он как бы сделают, в других местах сделают. Идет формирование нового политического цикла. И поэтому, когда мы, Украина, взываем там к Западу, вот, мол, Путин, значит, он же там агрессор, как же так? И мы не понимаем, почему нас не слышат. Но мы же про ценности, про мораль, про человеколюбие, что нас бомбят, на нас напали, что Россия агрессор. Мы же об этом. Нет. Да, американцы знают, что Нет. такое быть агрессором, Мы не, американцы. извините, мы не об Поэтому они не... этом. Да. Мы не О об чем? этом. Мы не об этом. Ну, простите, понимаете, во время того, когда... Ну, вот вы сейчас без света. Многие люди страдают. И хорошо, если есть там такие люди, которые могут себе купить там по 120 тысяч гривен какие-то вот эти... Ну, вот эти, а сейчас цены еще и выросли, да, вот эти аккумуляторные всякие штуки, которые подзаряжаются, инверторы и так далее, и как-то так вот. А воровство-то шло конкретно на защите. А мы же тоже, вы так правильно утверждаете, говорите, вы не помним, мы не помним, ну, в контексте задержаний, да, а сколько ТЦКшников с миллионами взяли, а сколько этих всех с миллионами, а мы же не помним, а сколько миллионов выделили. Одна, вторая, пятая, десятая, Еврокомиссия, Евространа, Еврокомиссия на энергетику, на защиту энергии, конкретно, целево, понимаете? А там 10%, а там 10%, а на пленках НАБУ жалуются один другому, этот Решек какой-то, ну вот Решек, который фигурирует. Ой, как тяжело нести 1 600 000 долларами. Пачками по 100 долларов тяжело, ну это физически тяжело, понимаете? Тяжело коробку эту спускать. А это в этот момент, когда сейчас все без света. Вообще, конечно, такие шутки пошли. Я вот, ну, я разделяю черный юмор отчасти. Зеленский предложил правительству выделить деньги на создание 1000 часов украинского контента. Новость от 29 числа сентября этого года. И новость от сегодняшнего дня. Больше 1000 часов аудиозаписей НАБУ провело операцию «Мидас». Вот вам и такой контент. Стыдно это во время войны. Очень стыдно. Я хотел бы, сейчас мы перейдем, закроем вопросы, перейдем к вопросам зрителей. Я бы хотел 2 слова, чтобы вы прокомментировали ситуацию, которая сложилась, ну, вообще вот с нашими, как говорится... Как это? Мы подшефные, а они там шефные, или как партнеры столетние. Слушайте, в Британии прям вообще беда. Вот все так удивились вчера, недельной давности нашему опросу, кто уйдет быстрее, Стармер там, и приводили примеры Стармер, Зеленский и так далее. Дмитрий, так похоже все уже. Вот бог, вот порог. Давай, шуруй, Стармер, на выход. Уже и фигуры его жгут, уже и находят определенные, ну, лейбористы в основном, конечно, расшатывают капитально. И, судя по всему, опять поменяют премьера в Британии, причем сделают это очень скоро, там, до Нового, ну, сразу перед Новым годом, вот в этот промежуток, да. Некоторые говорят, может, чуть дальше, но до весны может задержаться. Ну, все получается, прогноз прошлого понедельника нашего сбывается. Абсолютно правильно, сбывается, и мы давно об этом говорили. Уникальность Британии заключается в том, что когда мы говорим словосочетание «влияние короны», премьер-министр здесь вообще ни о чем, ни при чем. Мы не о премьер-министре говорим. Мы не говорим об официальной государственной власти Британии. Мы не говорим о парламенте даже, где сэры, там, да, пэры. Мы не говорим о премьере. Ну, был Сунак, была Лиз Трасс, был сейчас Стармер, там, Джонсон, ну и другие. Мы не об этом. Влияние короны уже 500 лет. И это разные вещи. С точки зрения официальной государственной власти, Британия сейчас в колоссальном кризисе. Экономическом. С точки зрения военно-промышленного комплекса. У них ничего нет. У них армия 75 тысяч. В Украине 800 тысяч армий. В Британии 75 тысяч. Там проблемы с производством, с деньгами, с финансами. Там скоро халифат будут, там засилие беженцев. Там проблемы. Это одна сторона медали. А влияние короны внутри англосаксонского мира – это другая история. Это лондонский Сити, город в городе, куда даже король не может зайти с официальным визитом. Представляете себе? В центре
находится лондонский Сити. Нет, нечто такое, а-ля Ватикан, да? Такой город в городе, да? Это, значит, господи, биржа металлов. Это 2/3 мирового страхования. Это офшоры. Это участие и влияние на ФРС. Это Ми-6. Это огромная агентурная сеть по всему миру среди высокопоставленных чиновников, политиков и так далее. Все это замешано и основано на документах, на компромате, на шантаже, на идеологии. Да этому всему 2 столетия. И поэтому, когда Дональд Трамп приезжает туда, он же приезжает не просто поговорить с королем, он встречается с тайным советом. Там 2 есть института, которые, в общем-то, занимаются стратегией и управляют всеми Ми-6, Ми-5 и так далее. И ничего не получается у Дональда Трампа сделать с Федеральной резервной системой и с финансовой системой мира. Потому что это не правительство, это не Старк. Но он себе уйдет, придет. Сила Британии в другом, в закулисье. Вот тут они мастера, непревзойденные. Поэтому, Саш, нам от этого ни хуже, ни лучше. Уйдет Стармер, будет другой премьер-министр. Поменялся глава Ми-6. Ну и что? Сила короны, она находится в другом месте. Поэтому я тебе скажу, что это единственная страна в мире, которая смогла нас убедить, подписать определенные экономические, политические соглашения не на 10 лет, не на 15, не на 20, а на 100 лет. У нас это серьезная власть. История. Подождите, это прям очень важно. Мне вот интересно. Ну вот гипотетически представим, Спивак бы был руководителем государства. Я даже название не хочу употреблять, просто государство. Есть государство, есть Спивак, его руководитель. Спиваку пообещали сэра, пэра, рыцаря, титул, короче, да, британский. Купился бы Спивак на британский титул и подписал бы все, что нужно? Смотри, самый простой ответ – сейчас сказать «да нет, никогда» и разорвать тельняшку. Самый сложный ответ – это сказать тебе, Саша, в твоем вопросе не хватает 2 десятка составляющих. Какое государство, в какое время, в чем мы зависимы от Британии в этот исторический период, чем мы можем рискнуть или... Ну как? Это неправильный вопрос с твоей, ну как бы с этой точки зрения. Ну как можно так упростить? Вот тебе бы обещали, и что бы ты сделал? Ну что это же не в детском садике. Там процессы гораздо глубже, серьезнее и фундаментальнее. А бриты нашли тот момент, когда, наверное, трудно было сказать категорическое «нет». Может быть, и нужно было это сделать. Но не сделали. После войны будем разбираться, потому что хочется почитать. Мы же не читали, что там. Тоже все такое окутано флером таким. Что там в этом соглашении? Ну и есть еще один момент. Насчет там Британии и так далее. Странная история такая, что в Европе цель Британии – развал той организации, куда мы так стремимся. Ну, мы же понимаем, что задача Британии, чтобы здесь война как бы продолжалась, они убивают 3 зайцев, да, ослабляют Россию и, конечно, ослабляют Евросоюз. Вы же не забывайте, что Британия вышла с Евросоюза, Брексит. Их задача развал Евросоюза или его абсолютное ослабление. А мы туда стремимся. А Британия наши партнеры. Много есть каких-то таких вещей, о которых придется нам еще говорить. Они серьезные вещи. То есть Украина стремится в Евросоюз, а наш как бы старший товарищ стремится, чтобы этот Евросоюз... И очень сложное же отношение между Германией и Британией, Францией и Британией, Италией и Британией. А Дональд Трамп пока с бритами сделать ничего не может. Вот это констатация факта. Ни с ФРС, ни с BlackRock, ни с условными Ротшильдами, ни с другими финансовыми домами пока не получается. Потому что он на 4 года, а они... Вот я вам пример приведу, я в прошлой программе приводил пример.
Вот за последних там, допустим, возьмем 30 лет. Сколько сменилось в Америке президентов, там, не знаю, конгрессменов, сенаторов, министров? Много, да? А Ларри Финк, глава BlackRock, 30 лет уже Ларри Финк, глава BlackRock. Управляют сегодня 12,5 триллионами долларов по всему миру. Они акционеры во всех мировых компаниях, которые вы только можете придумать сейчас. От Кока-Колы до железных дорог, добывающих отраслей и так далее. Что ему эти президенты? 30 лет. Вот где сила сосредоточена. В руках тех, кто печатает деньги, это ФРС, и кто управляет глобальными деньгами. И многие ниточки ведут в Лондон и в Ватикан. Туда тоже ведут определенные ниточки. И Америка не может с этим не считаться. Будь то Дональд Трамп, будь то любой другой президент. Через 3 года Трамп не будет президентом. А эти все останутся. Никуда не денутся. Ну, если только, не дай бог, что-то там в мире не произойдет. Поэтому публичная политика – это одна история, а мировое закулисье – это другая история. Пересекаются ли они? Конечно, пересекаются. Да. Вот. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они такие. Кто могущественнее в Украине? Значит, 6% ГУР, 20% СБУ, 22% НАБУ, ну и 52% считают, что офис президента, ОП. Страна офиса президента у нас, судя по опросу. Да. Да. Так уж получилось. Кстати, офис президента... Представляете себе, друзья, вот в следующей программе, вот, Саш, твоя программа, твое право. Но я бы вот параллельно, вслед за этим вопросом, написал бы следующий опрос на следующей неделе. Кто могущественнее в Соединенных Штатах Америки? БД, Белый дом, ЦРУ, ФБР, Нацгвардия и ДТ отдельно, Дональд Трамп. Ну, вы поймете, что вы проголосуете примерно в такой же параллели, как по Украине. Вот подумайте, друзья, как бы вы проголосовали в таком опросе. Значит, по поводу ОП, самого могущественного, злой и ужасный советник по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал, что в офисе президента поддержали расследование НАБУ и САП, должна быть неотвратимость наказания, и власть поддержит все необходимые процессуальные действия, когда появятся юридические детали дела. Вот такой итог. Согласен, надо расследовать, абсолютно. Ну, что тут, все понятно. Промежуточный итог, так сказать. Да. Это называется, знаешь, как кто не спрятался, я не виноват. Переходим к вопросам. Для Дмитрия режим Блиц. Поехали. Сообщество YouTube. Вопрос, Дмитрий. Увод Трампом Венгрии от санкций США к российским углеводородам фактически делает Венгрию европейским хабом российских нефти и газа. Ведь попав в Будапешт, они перестают быть российскими, дальше могут направляться куда угодно. Это решение Трампа наверняка что-то стоило Орбану. Долю США. И ремарка. Рейтерс и Трамп Эрдоган неоднократно классифицировали как фейк-ньюс. Орбан является представителем Дональда Трампа в правой тусовке антиглобалистов европейских. Орбан, Фицо, отчасти Мелани. Он всей Европе показывает, вот мои представители, вот консерваторы. Я презираю и ненавижу вот эту брюссельскую дипломатию, поэтому Орбану пойду на уступки. Это первое. Он это делает демонстративно, Дональд Трамп. Он демонстрирует неприятие своего к Брюсселю и одновременно демонстрирует «не трогайте Орбана, он мой». И, конечно, Орбана уже никто не тронет. Ну, впрочем, как и Аль-Шара, тоже никто его не тронет. Он уже приличный парень. Что касается, Саш, вот этого твоего нюанса, который ты сейчас сказал, не знаю, не думал, надо подумать, может быть, хотя чтобы там Венгрия стала хабом, и через них там качали, может быть и так. Мы не знаем, о чем договорились, но даю свой прогноз. Это не последняя скощуха по санкциям для определенных европейских стран и компаний, потому что российские уши торчат во многих инфраструктурных проектах и совместных предприятиях, связанных с нефтью, газом, в Европе, я имею в виду, и в Болгарии, там и в других странах. И они сейчас тоже будут обращаться к Дональду Трампу. Что за это получит Трамп? Поживем, увидим, он отовсюду должен получать.
Но он такой, он бизнесмен, его интересуют сделки. Многие аспекты сделок, заключенных Трампом, мы пока и не узнаем. Но у Орбана все хорошо, потому что премьер маленькой Венгрии уже встречался с Дональдом Трампом за эти там 10 месяцев, ну раза 3 или 4, по-моему. Это небывалая история. Демонстративно Трамп показывает, вот он мой представитель. Ну, как-то так. Алекс Готвальд, Дмитрий, вы можете аргументированно пояснить, почему США и Европа должны давать оружие и деньги Украине? Вот, например, почему не давать всего этого России, чтобы та быстрее закончила с этим безобразием, беззаконием, творящимся на территории Украины, которое вы эмоционально описываете из эфира в эфир? А кто ж дал право другой стране с помощью оружия чего-то там заканчивать на территории другой суверенной страны? Вы вообще о чем, молодой человек или там не молодой человек? Ну, это все, что мы сегодня говорим, там коррупция, ТЦК, там непрофессионализм, там неподготовка, зима, не зима, русский язык, гуманитарный аспект. Ну, это же внутренние проблемы украинского государства. Мы сами это или решим, будем процветать, или не решим. Ну, извините. А вы считаете возможным и правильным, чтобы кто-то с оружием сюда приходил? Сюда, на другое место. Ну, извините, мне тогда сложно с вами вести дискуссию. А первая часть вашего вопроса, то вы все правильно спрашиваете, не должны. В мире никто, никому ничего не должен. Каждый отстаивает свои интересы. Если где-то интересы совпадают, значит совпадают. Ну вот, собственно, и все. За исключением союзнических отношений. Вот Америка должна Израиль. Вот должна. Они так и подписали. Мы должны. У них эксклюзивный союзнический договор. А Россия и Иран, наверное, друг другу должны. У них тоже какие-то союзнические. В мире есть союзнические договора. Договора, господи, я уже, ну, 1:20 уже в эфире. А у Украины нету глобальных союзников. Есть партнеры, попутчики, сиюминутные, интересы совпадают. Если бы они сказали, что мы вам не дадим оружие, и мы предотвратим войну, и война не должна быть, и, извините, вы в НАТО не вступите, так может и история пошла бы по-другому. Они же говорили иначе. Ну вот и все. Такие злые вопросы от Алексея. Значит, Зеленский ввел санкции против Дмитриева, чтобы не копать туннель на Колыме в сторону Аляски после завершения конфликта. И второй тоже злой. Как бы вопрос. Как Временное правительство во главе с Будановым будет выплачивать 850 миллиардов долларов «Газпрому» ущерб от взрыва северных потоков за 3 года? Вы же не сомневаетесь в том, что Буданов победит? С уважением. Я думаю, что Буданов не будет возглавлять правительство, а он занимается с тем, чем он занимается. Я считаю, что делает это успешно и эффективно на месте главы Главного управления разведки. Это первое. Вот. И второе, да, после того, как Россия должна была бы выплатить Украине сотни и сотни миллиардов долларов, то, наверное, после этого, из этих сотен и сотен миллиардов за все то, что сотворила Россия в Украине, может, мы где-то бы отстегнула бы Украина значит, о том, что вы говорите. Да и то вряд ли, потому что хотелось бы увидеть решение суда, между прочим, на эту тему. Ну, тут и Германия заинтересована, поэтому я думаю, что в ближайшие 2-3 года, может, и увидим, и услышим решение суда и по Северным потокам-2. А тут потом придет Дональд Фредович со своими американскими компаниями, выкупит долю Северного потока-2, вложит инвестиции, отремонтирует этот провод и сядет на кран. И станет главным крановщиком поставок газа с востока на запад. А рядышком подведет туда частную какую-нибудь компанию, и будет керувати всем энергетическим рынком Европы. Такая, по крайней мере, задача Дональда Трампа, мага и его команды. И категорически против этого глобалисты и в Лондоне. Вот, так сказать, да, кто в этой схватке надержит верх. Так что пока не делите деньги, кто кому куда что должен. Да? Ну, а Дмитриев почему под санкциями? Ну, не знаю, Украина вводит санкции против большинства, вернее, не большинства, а многих высокопоставленных чиновников российской власти за их там какую-то деятельность, слова и так далее. Идет война между государствами,
Поэтому часть войны является информационно-политическая, поэтому ну, санкции, ну что, да. Ну, Не надо В против Америке Дмитрия. вряд ли этим санкциям обрадуются. А в Америке вообще у них свои, они живут своей жизнью. У Виткофа есть определенные контакты с Дмитриевым, потому что они два бизнесмена занимаются экономическими проектами. А политически ни Дмитриев в России, ни Уитков в Америке решить вопросы ни в Европе, ни в Украине не могут. Поэтому война в Украине закончится исключительно, я надеюсь на это, политическим решением глобальных мировых игроков. Особенно тогда, когда еще будут подключены сюда китайцы. Вот Америка, Китай, Да. Украина и Россия, плюс Европа, вот в этом ромбе можно будет найти компромиссное решение и прийти к долгосрочному, относительно справедливому для Украины мира. Подчеркиваю относительно, потому что в мире справедливости нет. Я сегодня показывал на разных примерах. Да, значит, Мирослав спрашивает, как блэкауты в Украине могут приблизить победу России или окончание войны? Ведь мы понимаем, что от этого страдают только мирные жители и бизнес, а на них плевать всем. И Зеленскому, Европе, США, всем вообще. Если бы люди интересовали Зеленского и всех остальных, то война бы закончилась давно. Повторю вопрос, зачем России отключать свет, если властям наплевать? Путин рассчитывает на бунт, так бунтовать уже некому, и молодежь выпустили. То есть во всем вашем вопросе я не услышал, что вы про Путина думаете. Вот вопрос вроде как-то вы так формируете, а я так и не услышал. То есть то, что они делают, Россия здесь в Украине, это нормально с вашей точки зрения? Или как? Я не очень понимаю. Я понимаю, что вы пишете с Россией. Если нет, поправьте меня, мы сейчас в прямом эфире. Если вы живете в Украине, быстренько напишите, Саша сейчас зачитает, где вы живете. Это первое. Второе. Повлияет ли блэкаут или частичная вот такая ситуация с энергетикой на окончание войны? Нет. Мы 4 года в этом живем. Вот я здесь живу 4 года. Ну, скоро 4 года. Мы пережили уже 3 зимы. Наверное, это будет самое сложное. Наверное. Переживет Украина. И украинская энергетика выстоит и переживет. С проблемами. С трагедией для многих людей. Для пожилых. Лифты, вода, тепло. Разве кто-то говорит, что это... Да нет, это безумие. Это безумство. Но все равно он никак не повлияет. Украина ж не подпишет эту капитуляцию. Поэтому, ну вот и все. Переживем и эту зиму. Я так надеюсь. Просто очень хотелось бы, друзья, в ваших комментариях или вопросах слышать какие-то эмоции ваши по отношению к той стороне, которая Так а 4 зачем? года уже бомбит. Нет, смотрите, я просто не... Хотелось бы услышать. Нет, я не в этом. Хотелось. Смотрите, вопрос. На бизнес и на людей плевать. Им вот по 1000 раздали, сказали, это вам поддержка. 6, может, раздадим, тоже поддержка. Бизнес там, решай сам, где тебе брать генератор, там, втридорога, там, вот эти все. Ну, занимайся, ты же бизнесмен, к тебе еще и проверка придет и будет тебя обдирать. Коммуналку не заплатил. Квартиру Есть заберем. решение этого Квартиру вопроса. заберем, Решение понимаете? есть. Решение, я говорю, друзья, есть этого вопроса. Если поговорить просто, то это бессмысленно. Это словоблудие. Да, Не, тяжко. смотрите, Да. деньги власти Бизнес теряет. дает не бизнес, дает Запад львиную часть. Не, да нет, Саш, ну, ты не прав. подождите, И бизнес как не дает, прав? здрасте. Ну, Налоги кто платит у нас в стране? подождите, это не превалирующая история. Кредиты, сейчас давайте репарационные какие-то займы придумаем, потому что Бельгия заортачилась, все-таки заортачилась. Запад дает. Львиную долю. Вот это, чтобы продолжать войну, чтобы там платить вот эти пенсии, платить вот эти какие-то пособия, да. Что надо сделать? Ну вот смотрите, Сделай, что надо. Им плевать. Вопрос зрителя, зачем Россия, бьет как раз-таки по ком бьет и украинская власть в том числе, и вообще вся война по простым людям. В чем замысел? Зачем Россия 4... Да, это никто не знает. А зачем Россия 4 года сравнивает с лица земли те регионы, где большее количество людей считают родным языком для себя русский? Харьков, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Николаев там и так далее. Зачем? Кто-то может это сказать? Зачем Харьков сравняли с лица земли? Да, зачем? Разве кто-то из здравомыслящих людей может ответить на этот вопрос? Зачем это Россия все делает?
Вот вы и задайте этот вопрос. Зачем? Какая цель? Чтобы что? Я не думаю, что вы найдете ответ на этот вопрос. Я вообще считаю, что его не существует, этого ответа. Ну, здравого ответа. За исключением амбиций, геополитических амбиций одного клана, который ведет свою игру. Ну, так же, как в мире всегда это происходило. Люди здесь ни при чем. Вот люди в геополитических раскладах всегда ни при чем. Любые войны по миру начинают политики. Цель любой войны – достижение каких-то политических интересов, финансовых. Люди гибнут за металл. А люди-то при чем? Обычные Значит, граждане, которые погибают. Дмитрий Павлович, добрый день. У меня вопрос для Дмитрия как защитника Зеленского. Для каких лохов был устроен цирк с выключением света во время интервью Guardian? Ни для кого не секрет, Вот что смотрите. у Зеленского есть 24/7 свет. Добра вам, всего самого лучшего. Кирилл, Торецк, Донецкая область. Кирилл, если бы я был защитником Зеленского или находился бы в его команде, я бы сейчас не эфир проводил бы с Александром Шелестом, да, в неком YouTube пространстве, а в телемарафоне вел бы там свой проект какой-то. Или вы бы меня видели на других YouTube-площадках и читали бы меня на других телеграм-каналах, которые являются командой ОП, там, Владимира Зеленского и так далее. Я не в их команде, я не его защитник. Я просто стараюсь быть объективным. Где надо жестко критиковать, я делаю этого. Где нет, я не делаю этого. Война, и у меня тоже есть собственная самоцензура. Это первое. Теперь по поводу вот этой истории, там свет выключил, не выключил. Я вообще на это внимания не обратил. Я знаю, что в техника все бывает, и в больницах могут на 15-20 секунд, несмотря на генераторы и на питание резервное, которое есть, и в больницах, и не дай бог в роддомах, и на производстве, все бывает. Ну, все бывает, это техника. Поэтому кто-то это сказал, да, вот театр, а кто-то сказал, да, может и такое быть. Вот, и что? Вот я же человек, который пытаюсь мыслить категориями, ну, более глобальными. Ну, вот так, и что? Вот что-то изменилось, поменялось вот в этой съемке. Ну, вот как оно влияет на вас в Торецке, на меня в Одессе. Ну, как оно изменило? Не знаю, никак. Ну, случилось и случилось. Моргнул свет, ну, моргнул свет, окей. А в самолете, когда летаем, тоже иногда, не дай бог, моргает свет, аж все уходит туда вниз. И так бывает. По-разному все бывает. Так что такое дело. Нет, ну смотрите, тут такой момент. Я вот это, как бы, если... Это я, по-моему, вчера в прямом эфире тоже объяснял. Смотрите, это сделано не для украинца, ну, который смотрит. Это интервью не для украинца. То, что наши берут там выдержки, тезисы или переводят на русский, там россияне, например, или на украинский переводят украинцы, это как бы... Это пережевывание пережеванного. Оригинал, материал интервью Зеленского Guardian сделан для Британии и для британского эстеблишмента, ну или тех людей, которые там плюс-минус разбираются в политике, влияют, соответственно, на политику. Это для них показуха, что, смотрите, им тоже тяжело. Это о них, это то же самое, там, дайте денег, понимаете? Это все равно, что в 1933 году мы будем собирать Гриппины. Видели эту новость? 1933 год. Задаешься вопросом. Я очень хочу, чтобы в 1933 году, в 1930-м, в 1934-м... Саш, я очень люблю свою страну. Я не собираюсь отсюда никуда уезжать. Я всегда говорил, можно быть в оппозиции к власти, к любой власти, парламент, президент, правительство, любой. Нельзя быть, на мой взгляд, в оппозиции к собственной стране. Нельзя прикалываться, издеваться, хихикать, с сарказмом относиться к своей стране, к своему народу, к той ситуации, в которой мы находимся. Потому что мы находимся в тяжелейшей ситуации, но мы живем, мы выстаиваем. Закончится война, я много раз это говорил. Война закончится, мы начнем мирную жизнь, перейдем в другой цикл политический, тогда будем друг с другом говорить вот об этом, о новом цикле, что будем строить, что не будем, кого будем выбирать, кого нет, кто будет нести ответственность, кто нет. Давайте войну закончим. И, на мой взгляд, вот моя позиция, она объективная, и она справедливая.
А танцевать вот на этих граблях, на костях, когда и так тяжело, посмеиваться, что-то там выуживать, я не буду. Считайте, как хотите про Чат меня. трансляции Red Monkey. Дмитрий, вы сейчас сказали, что если бы не манили в НАТО, может быть, и войны не было бы. Получается, у Украины был выбор, и Украина выбрала воевать за НАТО. Я о выборе и ответственности. Спасибо. Я про НАТО и Украину говорю много лет, моя позиция не меняется. Я сам себе говорю, молодец, Спивак, потому что моя позиция никак не менялась. И сейчас не меняется. И в сегодняшней программе я рассказывал про Столтенберга, про НАТО, про наперстки, про то, как они играли нами с 2008 года и так далее. Поэтому, ну что будем тратить время, я об этом уже 100 раз говорил. Ну, давайте финальный вопрос. Как Давай. закончится эта война? Вот смотри, как? Ну, на вопрос, когда, ответил главный рэба Днепра. На вопрос, как? Ну, я думаю, что не нужно обладать большими знаниями, чтобы сказать сейчас два общих предложения. Как и все, как и большинство других войн, переговорами и миром. Эта война закончится переговорами и миром относительно поиска компромисса. Ну, вот как-то так. Да, друзья, ну и мы в прямом эфире, новости подоспели. Значит, Трамп обрадовался, что конгрессменка-демократка Нэнси Пелоси ушла на пенсию. Ну, и писал там о ней всякое, да, у себя в соцсетях. А тут сообщили, что ее место занимает ее дочь Кристин Пелоси, которая объявила о намерении баллотироваться в Сенат Калифорнии. То есть там у них заваруха только начинается, между прочим, у демократов. Это Поэтому да. с Вот здесь, Саша, вот здесь ты сказал абсолютную правду. Там в внутренней политике Соединенных Штатов Америки, после того, как Трамп публично проиграл этому товарищу Мамдани, и после того, как товарищ Мамдани, исламист, публично сфотографировался с Соросом-младшим, демонстрируя Трампу объединение исламско-мусульманского мира и глобалистского мира против Трампа и МАГА, а плюс в этот же день брат Джей Ди Венса проиграл выборы мэра в Цинциннати, то там, да, там начинается такой заквас, такой замес, вернее. Потому что октябрь следующего года, кто заберет большинство в Конгрессе, ну, собственно, так и будет складываться предвыборная ситуация 28 года, я имею в виду новой президентской кампании. Значит, мы привыкли, что в чате трансляции все критикуют Спивака, ну, многие, не все, многие. Но вот бывают такие комментарии, как Вика. Дмитрий, с уважением к вам из Одессы, ориентируюсь на вас. Пока вы в Одессе, валить из города не буду. Спасибо. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Напишите в комментариях, что думаете. Дмитрий, благодарю за время и мысли. Берегите себя, добра и света. Увидимся.